Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о винограде. Что мы знаем о нем? Многие скажут, видели, знаем. Это сочные ягоды, собранные в плотные гроздья. Вкусные, сладкие, иногда с приятной кислинкой. И они так освежают в жару. Виноград по праву считается одним из главных символов лета, солнца и щедрого юга. Для многих из нас он ассоциируется с теплым морем, уютными виноградниками, уходящими за горизонт. И ни для кого не секрет, что из винограда делают вино, напиток богов. Если, конечно, в меру. А приверженцы здорового образа жизни и, конечно же, дети с удовольствием выпьют не менее полезный виноградный сок. Да и в сушеном виде виноград по-своему хорош. Это, конечно же, изюм. Но задумываемся ли мы, откуда он появился и как дорос до наших дней? Как растет, как цветет и только ли на юге? Да еще много вопросов к винограду. А если есть вопросы, должны быть и ответы. Поэтому здесь и сейчас мы поговорим о винограде поподробнее. Поехали! Начнем с того, что виноград – это не куст и не дерево. Виноград – это древесная лиана из обширного семейства виноградовых. Но если за ним не ухаживать, он пускает множество побегов, превращаясь в непроходимый густой куст. А со временем главный стебель может стать настолько толстым, что напоминает ствол старого дерева. Однако это иллюзия. Генетическая память растения хранит его истинную природу. Виноград – это все-таки лиана. Его побеги, лишенные жесткого скелета, не способны удерживать себя вертикально. Им помогают усики – удивительные органы, видоизмененные побеги, обладающие поразительной чувствительностью. Стоит им коснуться опоры, как они мгновенно закручиваются вокруг нее спиралью, надежно фиксируя лозу. Рожденный для поиска опоры, этот гибкий стебель стремится ввысь, к солнцу. Кора старой лозы коричневая, глубоко бороздчатая, а молодые побеги желтоватые или красноватые. Листья у винограда очередные, черешковые, чаще всего с характерным 3- или 5-лопастным рассечением. Их форма и размер сильно варьируются в зависимости от сорта. И опытный ампелограф, специалист-виноградарь, может определить сорт именно по листу, жилкованию, опушению, очертаниям. А вот цветет виноград скромно. Мелкие зеленоватые цветочки, собранные в неприметные метелки, почти незаметны среди листвы. В них нет ни ярких лепестков, ни пьянящего аромата, привлекающего насекомых, как, например, у яблони или черешни. И это не случайность. Большинство культурных сортов имеет обоеполые цветки и опыляются без помощи ветра или насекомых, часто еще до раскрытия бутона. Природа здесь пошла не по пути красоты, а по пути практичности. В отличие от диких двудомных предков, современный виноград самодостаточен. И именно из этой неприметной зелени через несколько месяцев родятся тяжелые, сочные грозди. Плод винограда – ягода. Внутри сочной мякоти, как правило, 2-4 семени, хотя есть и бессемянные сорта. Ягоды собраны в рыхлые или плотные грозди, от 15 до 300 штук в каждой. Их окраска варьируется от бледно-зеленой, янтарно-желтой до розовой, красной, темно-синей и почти черной. Этот калейдоскоп – результат накопления антоцианов, природных пигментов, которые не только радуют глаз, но и защищают растения. Интересно, что молодые только завязавшиеся ягоды винограда терпкие и кислые, но по мере созревания они накапливают сахар, становятся прозрачными и янтарными, наливаются сладостью. Кислые зеленые плоды никому не интересны, и растение оберегает их от преждевременного поедания. А когда семена вызревают, ягода становится сладкой, ароматной и яркой. Это сигнал для птиц и зверей. Я готов. Ешьте и распространяйте мои семена. Так природа позаботилась и о продолжении рода винограда. Хотя стоит признать, в дикой природе изначально ягоды были не такими крупными и приторно-сладкими, какими мы их знаем сегодня. Дикий виноград давал мелкие кисловатые плоды с большим количеством семян и тонким слоем мякоти. Все для максимального размножения. А все то великолепие, что мы видим на прилавках, результат тысячелетней работы человека. Отбирая самые крупные, сладкие экземпляры, наши предки превратили скромную лесную лиану в одно из самых щедрых и любимых культур на Земле. Так природа подарила нам основу,
а человеческий труд создал чудо. Вообще семейство Виноградовых огромно, около 700 видов, 12 родов. Это множество диких лиан, украшающих леса и сады по всему миру. От могучей лозы, взбирающейся на 40-метровые деревья, до изящных комнатных циссусов. Все они объединены общими чертами. Гибкие побеги, цепкие усики, способность покорять любые вертикали. Это семейство охватывает тропики, субтропики и даже умеренные широты, демонстрируя удивительную жизнестойкость. И в этом огромном семействе выделяется один род – виноград, насчитывающий около 70 видов, распространенных в северном полушарии. Среди них культурный виноград, подаривший человечеству тысячи сортов, морозостойкий амурский виноград и североамериканский лисий виноград, предок знаменитой Изабеллы. История винограда насчитывает не просто тысячелетия, она уходит корнями в глубокую древность. Ученые сходятся во мнении, что виноград был введен в культуру 7-9 тысяч лет назад в Западной Азии. Другие исследования указывают на еще более ранние сроки, около 11 тысяч лет назад, когда его начали одомашнивать одновременно в двух регионах – на Кавказе и в Западной Азии. Археологические данные подтверждают, что уже 6 тысяч лет назад виноград активно выращивали в Передней Азии и на Южном Кавказе, на территории современной Грузии. И именно здесь найдены самые ранние археологические свидетельства развитой винодельческой культуры, в том числе керамические сосуды возрастом 8 тысяч лет. Древние цивилизации быстро оценили потенциал этой удивительной лозы. Около 6 тысяч лет назад виноград уже возделывался в Закавказье, Центральной Азии, Сирии, Месопотамии и Древнем Египте. Расшифровка древнеегипетских иероглифов позволила прочитать записи, касающиеся технологии возделывания темного винограда. Великий древнегреческий историк Фукидид считал, что жители Средиземноморья распрощались с варварством именно тогда, когда стали возделывать виноград и оливу. Финикийцы, а затем и греки внесли огромный вклад в распространение виноградарства по всему Средиземноморью. Вершиной же древнеримского виноградарства стало сочинение Колумеллы, который первым рекомендовал использовать для опоры длинных лоз не деревья, а специальные шпалеры. Вместе с римскими легионами он перешагнул Альпы и распространился по всей Европе, от Галлии до Британии. Позднее, уже в эпоху великих географических открытий, виноград достиг Южной Африки, Японии, Кореи, Америки и, наконец, Австралии. Путь винограда в Новый Свет был непростым. В Северной Америке существовали свои дикорастущие эндемичные виды винограда, которые были частью рациона коренных индейцев. Однако европейские колонисты сочли эти виды непригодными для изготовления вина и завезли на континент привычные европейские сорта. Но то ли еще будет. В середине 19 века европейское виноградарство столкнулось с катастрофой. Из Америки в Европу попали опаснейшие болезни: мельдью, ложная мучнистая роса, и аидиум, мучнистая роса, а также страшный вредитель филоксера виноградная. Это была настоящая трагедия. За 30 лет с 1863 по 1893 год филоксера уничтожила в Европе 6 миллионов гектаров виноградников. И спасение было найдено в использовании именно американских видов винограда, устойчивых к филоксере. Ученые разработали способы прививки европейских культурных сортов на американские подвои. Этот метод спас европейское виноградарство и используется до сих пор. Особенно преуспели в этом направлении французские и немецкие селекционеры. Во Франции в конце 19-го, начало 20 века такие ученые, как Сейбель, Кубер и Виала, создали десятки устойчивых сортов, которые спасли небольшие виноградники, где у фермеров не было средств на дорогостоящие прививки. В Германии селекционеры вывели сорта, способные выдерживать не только болезни, но и суровые зимы. Однако у этих ранних гибридов был недостаток. Их вина часто уступали по качеству винам из чистокровных европейских сортов. Поэтому в 20 веке селекция пошла по двум путям. Первый путь – возврат к чистоте. В Европе стали создавать сложные гибриды, в
которых доля американской крови была минимальной. С помощью многократных возвратных скрещиваний ученые постепенно вымывали дикие гены, оставляя лишь те, что отвечают за устойчивость. Этот метод, разработанный в 1950-х годах, позволил получить так называемые сорта-комплексы, внешние по вкусу почти неотличимые от классических, но со встроенным иммунитетом. Второй путь – технологическая революция. В США и Канаде селекционеры пошли другим путем. Там, где климат суровее, а болезни агрессивнее, создавали сорта для промышленного виноградарства с плотными ягодами, устойчивыми к растрескиванию, с толстой кожицей, пригодной для механической уборки. Сорта серии Sunbelt, Concord и сотни других стали основой для производства соков, джемов и столовых вин. Сегодня мировое виноградарство – это глобальная индустрия. По производству вина безоговорочно лидирует Италия. За ней следует Франция и Испания. Эти три страны обеспечивают более половины мирового производства. В сегменте столового винограда ситуация иная. Крупнейшим производителем является Китай. Более 22% мирового сбора, а главными экспортерами – Китай, Перу и Чили. В России работа по разведению тоже не стояла на месте. Начало научной селекции винограда в России было заложено Иваном Владимировичем Мичуриным. Он первым понял, просто перенести южные сорта на север невозможно, они гибнут от морозов. Ученый предложил метод отдаленной гибридизации, скрещивая нежные европейские лозы с диким амурским виноградом, выдерживающим морозы до минус 40. Его ягоды были мелкими и кислыми, но именно его гены подарили будущим сортам зимостойкость. Мичурин и его ученики создали около 20 зимостойких сортов. Эти сорта стали первым шагом к тому, чтобы виноград перестал быть сугубо южной культурой. Следующим гигантом стал Николай Иванович Вавилов. В 1920-30-е годы он организовал десятки экспедиций по всему миру, собрав уникальную коллекцию, которая до сих пор хранится в Вире в Санкт-Петербурге. Именно Вавилов доказал, что Закавказье и Средняя Азия – один из древнейших очагов происхождения культурного винограда. Его ученик Александр Михайлович Негруль, которого сам Вавилов называл королем винограда, создал научную школу ампелографии и стал автором фундаментальной ампелографии СССР, где описаны тысячи сортов. Совместно с Журавлевым он вывел сорта Ранневира, Мускат узбекистанский и Победа, за что авторы были удостоены государственной премии. После войны эстафету подхватили региональные институты, Крымская школа, легендарный Магарач под руководством Павла Яковлевича Галадриги. Здесь создано более 40 сортов. Галадрига одним из первых применил ЭВМ-селекции. Кубанская школа, Анапская зональная опытная станция, работающая с 1928 года. За вековую историю здесь получено 1172 гибридные формы. Среди них технические бархатный, красностоп анапский, рислинг и столовая маринка, надежда и бригантина. На Дону в НИИ имени Потапенко главной задачей было продвижение винограда на север. Здесь вывели морозостойкие сорта восточный, черный жемчуг, яхонтовый. Особую гордость составляют уникальные аборигенные сорта краснотоп золотовский, цемлянский белый, буланный и цемлянский черный. Они стали основой знаменитых донских вин. Украинская школа сосредоточена в Одесском институте имени Таирова, основанном еще в 1905 году. Здесь создавали сорта для степного климата: одесский черный, одесский розовый, одесский ранний. Молдавия по праву считается жемчужиной виноградарства. В молдавском НИИ Виерул в 1961 году авторским коллективом выведен сорт Молдова, визитная карточка республики. Его темно-фиолетовые ягоды с хрустящей мякотью отличаются высокой лёжкостью. Здесь же родились знаменитые Кадрянка и Кишмиш молдавский. Особое место в этом списке занимает Закавказье, колыбель винограда, где культура насчитывает тысячелетия. В Армении, в Араратской долине расположен древнейший винодельческий комплекс мира – пещера Арени-1, где найдены следы вина возрастом 6000 лет. Армянский НИИ виноградарства и виноделия в Ереване сохранил уникальные сорта. Азербайджан – страна с древними виноградарскими традициями. Здесь выделяют несколько зон – Ширван, Генджу, Тавуз, а также Нахичевань
Нахичевань. Азербайджанские НИИ виноградарства и виноделия в Баку и шамахинский филиал вывели такие сорта, как Мадраса, Табризи, Шамахи, Генджинский. Азербайджан славится своими десертными и крепленными винами, а также уникальными розовыми сортами, которые редко встречаются за пределами региона. На Северном Кавказе, в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии виноградарство развивалось с древности. Дагестан, особенно Дербент, один из старейших виноградарских центров. Северокавказские селекционеры делали упор на сорта, приспособленные к горному климату и резким перепадам температур. Не остались в стороне и другие республики Средней Азии. В Узбекистане работал НИИ имени Мирзаева, создавший кишмиш белый, тойфи, султани. В Туркменистане селекционеры создавали сорта для восточных сладких вин. А Таджикистан – горная страна, где вывели душанбинский, хадженский, в Киргизии ошский и сыкульский, способные расти в горах. А Казахстан, самый северный регион Средней Азии, подарил зимостойкие Алатау, алматинский и казахстанский. И на данный момент, благодаря таким сортам и в первую очередь трудолюбию селекционеров, виноград теперь выращивают даже в Подмосковье, на Урале и в Сибири. Виноградарство в СССР – это история не только великих достижений, но и страшных потерь. Вавилов собрал уникальную мировую коллекцию, но в 1940 году Вавилов был арестован и погиб в тюрьме. В блокадном Ленинграде его сотрудники спасали семена, несмотря на голод. Война уничтожила многие виноградники Крыма, Кубани и Молдавии, да и не только в СССР. В фильме «Отец солдата» есть кадр, который невозможно забыть. На территории Пруссии по винограднику, по лозам, потому что крестьянин сажал и лелеял годами, проехался танк. Герой Георгий Махрашвили смотрит на это, и на его лице боль, которую не передать словами. И это не просто кадр, это метафора войны, которая уничтожает все живое, все человеческое, созданное кропотливым трудом. Через десятилетия ту же боль испытали советские виноградари, когда по их виноградникам прошла не танковая гусеница, а партийная рука, антиалкогольная кампания 1985 года. Под лозунгом трезвости начали вырубать виноградники, уничтожали не просто лозы, уничтожали сорта, созданные десятилетиями. Для человека, который видел в каждой лозе живое существо и результат многолетней работы, это было ударом. Павел Яковлевич Голодрыга не выдержал. Он ушел из жизни в 1988 году, в самый разгар кампании, покончив с собой, а виноградники продолжали гибнуть. Хотя на самом деле можно же было просто сократить выпуск алкоголя, перепрофилировать заводы, ограничить продажу, наладить учет, но выбрали легкий путь – срубить, выкорчевать и уничтожить. Административная логика победила здравый смысл. Никто не думал о том, что виноград – это десятилетия работы селекционеров, генетический фонд, культура целых регионов, но несознательность, недальновидность и стремление к быстрым отчетам привели к катастрофе. Но несмотря на это, благодаря труду увлеченных, неравнодушных людей, разделенных десятилетиями и государственными границами, современный виноград стал поистине универсальной культурой. Каждый сорт, от мичуринских опытов с дичками до новейших разработок, это результат тысяч экспериментов, научного поиска и беззаветной любви к растению, подарившему человечеству одно из величайших наслаждений. Но наука и в наше время не стоит на месте. В 2007 году был расшифрован геном винограда. Это позволило ученым понимать, какие гены отвечают за вкус, цвет, устойчивость к болезням. Современные селекционеры используют ДНК-маркеры. Это как генетический паспорт сеянца. Раньше нужно было ждать 5-7 лет первого урожая, чтобы оценить сорт. Теперь можно предсказать все на стадии ростка. Создаются сорта с иммунитетом к болезням, чтобы минимизировать химические обработки. И на данный момент мир культурного винограда поражает своим разнообразием. Сегодня в мире насчитывается более 8000 сортов. Чтобы не запутаться в этом изобилии, ученые-ампелографы используют четкую систему классификации. Основное деление сортов происходит по направлению использования. Столовые сорта – это те, что мы привыкли видеть на рынках и в магазинах. Их выращивают для употребления в свежем виде. Это, как правило, крупноягодные,
разные крупногрозные сорта привлекательного внешнего вида и очень высоких вкусовых качеств. Их ягоды сочные, с тонкой кожицей, часто с хрустящей мякотью. Классические примеры столовых сортов — это Кардинал, Молдова, Аркадия, Валек, Хусайне белый, диковинная японская новинка Шайн Мускат и множество других. Кстати, о мускатах. Мускат — это не один сорт, а целая группа, более 200 разновидностей винограда, которую называют самой ароматной. Ее главная особенность — сильный сладкий аромат. Сорта муската могут быть как белыми, так и темными, почти черными. Их используют как столовый виноград и для производства знаменитых вин. Это одна из древнейших виноградных культур, которые выращивали еще древние греки и римляне. К столовым сортам относят бессемянные сорта, такие, например, как группа сортов кишмиш. Их выращивают для потребления в свежем виде и, что особенно важно, для производства сушеной продукции. Эти сорта ценятся за удобство употребления и отсутствие косточек. Технические винные сорта. Их главная цель — быть сырьем для производства вина, соков и других алкогольных напитков и уксуса. Грозди и ягоды у них, как правило, небольшие, но урожайность очень высокая. Среди самых известных технических сортов — Каберне Савиньон, Мерло, Шардоне, Рислинг, Аркацетели и универсальные сорта. Как следует из названия, эти сорта хороши и для стола, и для переработки. По размеру ягод они занимают промежуточное положение между столовыми и техническими сортами. Отдельно стоит выделить сорта по происхождению. Есть сорта популяции, стародавние, местные сорта, приспособленные к определенным условиям. Есть сорта клоны, вегетативное потомство, выделенное по одному ценному признаку. И, наконец, сорта гибриды, потомство от скрещивания двух или более растений, унаследовавшее ценные свойства родителей. Вообще, выращивание винограда – это настоящее искусство, требующее глубокого понимания биологии растения и строгого соблюдения агротехнических правил. Виноград – культура исключительно теплая и светолюбивая. Для вызревания ягод требуется длительное теплое лето. Виноград для целей виноделия можно разводить там, где средняя температура 3 месяцев не ниже 17 градусов. Идеальным местом для посадки станет хорошо освещенный, защищенный от холодных ветров южный или юго-западный склон. Почва должна быть плодородной, хорошо дренированной, с нейтральной или слабощелочной реакцией. Виноград не выносит застоя воды. В отличие от многих плодовых деревьев, виноградная лоза не может самостоятельно удерживать себя в вертикальном положении. Ей необходима опора – шпалера, арка или беседка. Но самый важный и сложный элемент ухода за виноградом – это обрезка. Без правильной обрезки виноградный куст превращается в дикую, непроходимую чащу, которая не даст хорошего урожая. Существуют различные способы обрезки в зависимости от сорта, почвы, системы формировки и даже региона, где он растет. Виноград – долгожитель среди плодовых культур. При благоприятных условиях и правильном уходе он может жить и плодоносить 50-80 лет, а некоторые экземпляры доживают до 100-150 лет и даже больше. Поэтому так важно сформировать правильно лозу, ведь это на долгие годы. Формировка начинается с первых лет жизни растения. Садовод должен ежегодно удалять лишние побеги, оставляя только самые сильные, правильно расположенные. А главное, плоды винограда завязываются только на однолетних побегах, которые выросли из глазков прошлогодней лозы. И его задача понимать, какая лоза будет плодоносить. Плодоносные побеги вырастают только из тех почек, которые перезимовали на вызревшей, хорошо одревесневевшей прошлогодней лозе. А если обрезать слишком коротко, урожая может не быть, потому что удаляются самые продуктивные глазки. Если оставить слишком много старой лозы, ягоды будут мелкими, потому что сил на всех не хватит. Тема эта непростая и в 2 словах точно не объяснить. Однако хорошо, что есть целые каналы на видеоплатформе, рассказывающие, как это правильно сделать. Виноград – растение засухоустойчивое, но для получения качественного урожая ему необходим регулярный полив, особенно в засушливые периоды. На песчаных почвах поливают в жару не реже раза в неделю, на глинистых и черноземных реже. Однако здесь важен баланс. Избыток влаги, особенно в период созревания, может привести к растрескиванию ягод. Переувлажнение также способствует развитию грибковых болезней. Да, как и все культурные растения, виноград страдает от множества болезней и вредителей. Наибольшую опасность представляют
помогают грибковые инфекции, аидиум мучнистая роса, грибок, покрывающий листья и ягоды белым налетом, мельдью, ложная мучнистая роса, одно из самых опасных заболеваний, поражающий все зеленые части растения. Серая гниль поражает ягоды, особенно в дождливую погоду. Черная гниль также грибковое заболевание, поражающее ягоды. Из вредителей самый страшный филоксера, тля, поражающая корни и листья. Также досаждают листовертки, паутинные клещи и осы, которые любят лакомиться сладкими ягодами. Борьба с болезнями и вредителями – постоянная забота виноградаря. Она включает в себя профилактические обработки фунгицидами и инсектицидами, соблюдение агротехники и использование устойчивых сортов. И только когда все эти меры соблюдены, лоза вознаграждает долгожданным чудом, налитыми солнцем, сочными гроздьями. Но виноград — это не только вкусное лакомство, это настоящий природный кладезь витаминов, минералов и биологически активных веществ, которые оказывают благотворное влияние на весь наш организм. И чтобы понять, почему эту ягоду ценили еще в древности как лекарство, давайте заглянем в ее химический состав. Ягоды винограда богаты витаминами А, С, К, группы В, тиамин, рибофлавин, ниацин, фолат, пиридоксин. Они содержат множество микро- и макроэлементов. Калий, кальций, магний, фосфор, натрий. В косточках винограда содержатся витамины Е и К, но главная ценность винограда в его фитонутриентах, в основном фенолах и полифенолах. Это мощные природные антиоксиданты, которые защищают клетки организма от повреждений и старения. Особого внимания заслуживает ресвератрол, природный полифенол и антиоксидант, которым особенно богаты красные и черные сорта винограда. Именно ресвератролу приписывают знаменитый французский парадокс – низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний во Франции, несмотря на диету, богатую жирами. Исследования показывают, что ресвератрол укрепляет сосуды и расслабляет их стенки, предотвращая рост артериального давления, снижает уровень плохого холестерина в крови, улучшает кровообращение и поддерживает работу сердца. Обладает противовоспалительным действием, помогает в профилактике болезни Альцгеймера. Помимо него в винограде содержится кварцетин и другие флавоноиды, которые также обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Регулярное употребление винограда оказывает комплексное оздоровительное действие, улучшает работу сердца, укрепляет сосуды, снижает давление и уровень холестерина. Витамин С и другие антиоксиданты укрепляют иммунную систему. Клетчатка и органические кислоты улучшают пищеварение. Магний и витамин группы В благотворно влияют на нервную систему. Антиоксиданты защищают клетки кожи от старения. И разные сорта винограда имеют свои особенности. Красный и черный виноград особенно богаты ресвератролом и антоцианами. Белый виноград содержит много магния. Темные сорта считаются более полезными для сердца и сосудов. Виноград – культура поистине универсальная. Его используют не только в свежем виде, но и для производства десятков различных продуктов. Столовый виноград ценят за его прекрасный вкус, сочность и эстетичный вид. Его едят свежим, добавляют в фруктовые салаты, используют для украшения десертов. Сушеный виноград, изюм, кишмиш – популярнейший продукт, который используется в выпечке, кондитерских изделиях, кашах и мюсли. Производство сушеного винограда – важная отрасль сельского хозяйства в Греции, Южной Италии, Испании и других странах. И, конечно, главное применение технических сортов винограда – это виноделие. Из различных сортов получают вина, различающиеся по цвету, вкусу, аромату и букету. Виноград также используется для производства соков, компотов, варенья и уксуса. Древесина виноградной лозы также находит применение. Из нее делают садовую мебель, декоративные изделия, а в некоторых регионах используют в качестве топлива. Кроме того, из виноградных косточек получают ценное масло, которое применяется в косметологии и кулинарии. Экстракты из винограда и виноградных косточек активно используются в фармацевтике и производстве биологически активных добавок. Виноград –
это целая вселенная, раскинувшаяся на тысячи лет истории, объединившая десятки стран и подарившая человечеству одни из самых изысканных наслаждений. Это символ солнца, плодородия и долголетия. Его путь от дикой лианы на склонах Кавказа до грандиозных виноградников всех континентов – это история нашего неустанного стремления к совершенству. Каждая гроздь спелого винограда – это результат труда селекционеров, которые веками отбирали лучшие формы и кропотливой работы виноградарей, ухаживающих за лозой многие годы. Пусть его сезон в некоторых регионах недолг, но он дарит нам яркие, незабываемые вкусовые ощущения и колоссальный заряд бодрости. Его сладость, сочность и разнообразие – лучшее напоминание о щедрости природы и человеческом гении. Вот такой он виноград, древний как мир и вечно молодой, как само лето. И пока есть лоза, на которой спеют виноградинки, есть и эта радость, простая, чистая и солнечная. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.